Привет всем хорошим людям, добро пожаловать на канал Custom Truck. Друзья, в этой серии мы планируем сравнить две машины, это наш ЗИЛ. В предыдущей серии мы поставили на него манипулятор, сделали улучшенную развесовку, сделали подкачку, соответственно мы уже более вооружены. И я захотел, по вашим рекомендациям в том числе, сравнить Шишигу с нашим ЗИЛком. Потому что Шишига — это эталон проходимости. Мы можем узнать, где едет Шишига, где не едет ЗИЛ. Поэтому попытаемся. Это не будет суровое бездорожье, но мы попытаемся сравнить. А параллельно с этим нам нужно оживить Шишигу. Она стоит уже здесь достаточно давно. Мы сняли с нее кран, но она не готова к эксплуатации. Поэтому в этой серии я хочу ее подготовить к эксплуатации, чтобы она всегда была на мази, четенько, готовая куда-то поехать, чтобы машина была на мази, одним словом. Поэтому наша задача запустить мотор, разобраться с лебедками, здесь крутить все, подготовить машину к тому, чтобы на ней кататься. И заодно сделаем сравнение, как машины поедут в болоте. Вам я желаю приятного просмотра. Огромное всем спасибо за поддержку на Бусти. Если у вас есть желание поддержать нас, то переходите по ссылке в описании, поддерживайте, там недорого стоит. И по подписке на Бусти вы будете получать доступ к коротеньким видосам, которые я выкладываю каждые 2-3 дня о том, что у нас здесь происходит в гараже. Приятного просмотра, заваривайте чай, печенюшки, но мы начинаем разбираться с Шишигой. Насколько я помню, у нас немного подтекал радиатор, но где, что и как, непонятно. Поэтому сейчас наша задача залить антифриз и посмотреть, где он поплывет, не поплывет. В общем, попытаться вот этот моментик посмотреть у нас, что с радиатором. Вот, давай. Оп. Как работает этот мотор, я поражаюсь всегда. Какие-то мега холостые обороты. Давление масла есть? Да, есть. Нам надо сейчас залить воду и посмотреть, где какие есть утечки. Все, правильно? Да. Так, слили мы порядка 8 литров где-то, ну, может быть 10, не больше. Вот, ну и, собственно, сейчас зальем водичку аккуратненько и попробуем прогреть, здесь проехать, посмотреть, подготовить. Потому что нам еще нужно гидрач проверить, в нем тоже утечка была, и сцепление тоже не факт, что работает. В общем, много моментов. А еще вспомнил, что у нас здесь ремень болтается этот. Как что он болтается? Ну-ка напишите в комментариях, как болтается ремень. Как собачье ухо. Не, это не так интересно. Сильно натягивать тоже не стоит. Ремни не порви. Да, это такое дело. Ну тут один ремень какой-то растянутый. Да, один такие... больше, другой меньше, ну да. Они тут, вон, видишь, смотри, что происходит здесь с ремнем. Во. Да, все, ему труба. Ему труба, как Леша говорит. Надо его ножиком пинь. Ну а что делать? Если ему труба. Этот будет проскальзывать. Ну ладно, сейчас посмотрим. Ой, сколько мы отъездили на этой машине. Весь наш канал начинался с Шишиги. Я поэтому вот и хочу, чтобы она всегда была на мази, потому что это машина, которая дарит эмоции всегда. Так вон оно уже потекло, смотри. Сразу. Где? Во. Откуда? Во. Я вижу где. Да будет, видишь, покажи. Во, смотри, вот тут. Во. Может быть, мы отсюда сможем запаять? Вон он течет, плывет, видишь. Вот он поверху здесь. Красавчик, блин. Отсюда до сюда. Закрывай воду, Леш. Все уже нормально? Да. Соты спрятались. Точнее, появились. Так что мы сейчас в кабине, как вы поняли, в откинутой, да, ГАЗ-66. И сейчас попытаюсь запаять отсюда. Я думаю, проблемы нету, мы запаяем. Вот, почему? Потому что разницы нету, где радиатор стоит. Там в офисе или здесь. Так что сейчас будем пробовать. Так, проливаем кислотой. У нас, правда, ее не Все, хорош. Не надо пальцем ее
Надо перышко. Сейчас берем припой. И потихоньку начинаем. Леша, не сигналь. Зажигание включено. Не, масса включена. Взломай руль. Подскочил. Попался? Ну. Не бойся. А что-то фигня какая-то, это же грязь. Давай чистить дальше. Те перчатки, кстати, огромное спасибо нашему зрителю Виталику из Германии. Вот. Не горят. Просто плавятся, блин. Может тебе сварочные принести? Виталик просил передать привет ему. Вот передаем. Ему тоже огромное спасибо за перчаточки немецкие. Лёш, успех близок. Я прям чувствую. Новая жизнь ГАЗ-66. Не спали, сейчас бензин этот загорится. Бляха, муха. Опасная ситуация может быть. И что ты говорил, ГАЗ-66? ГАЗ-66 новая жизнь. Ага, будет уже конец жизни. Не-не. Ну все, народ, залили воду. Все четенько, сухенько везде. Отлично. Так что результат есть. Запускаем мотор. Залили воду, завели, все вроде нормально было. Чуть-чуть поработал, вода поплыла. Сейчас вот мучились, опять пропаяли, в другом месте поплыло. В общем, нужно все зачищать, тщательно взять болгарку, пройти до латуни, чтобы желтая была, и пропаять. Завтра это сделаем. Второй день у нас пайки радиатора, но мы сегодня его точно сделаем. Взяли болгарку, зачистили все до латуни, и сейчас будем пробовать опять. Но будем немножко по-другому, будем залуживать тщательно. Вот сначала, а потом уже пропаивать. Потому что вчерашняя схема, она не совсем корректно работает и, видите, потекла. Но сейчас мы сделаем получше. Минут 20 нам понадобилось, и в принципе, по-моему, сейчас уже без вариантов. Ну-ка. Вообще красиво все залилось. Я думаю, заливаем воду и пробуем. Так, залили полную. Пока все идеально. В прошлый раз тоже было идеально, потом запустили и поплыло. Не, ну в прошлый раз мы сделали плохо. Да, согласен. Важно в этом деле очень тщательная зачистка. Ну, вроде бы у нас пока что получилось. Запускаем мотор. Друзья, вы все знаете, что цены на автомобили постоянно изменяются, тем более, когда рынок перенасыщен. Некоторые дилеры снижают цену, а некоторые, наоборот, повышают. В этом случае при покупке автомобиля вам поможет сэкономить бесплатный сайт autospot.ru. Потому что на этом сайте есть практически все марки автомобилей. Вы обязательно найдете что-то на свой вкус. На Автоспот собраны все предложения от официальных дилеров. А самое главное, что вы можете посмотреть, какая скидка вас ждет при покупке в кредит, трейд-ин или за наличные. Вы наверняка слышали, что автомобильный рынок стоит на месте, поэтому дилеры делают очень большие скидки. Не забывайте сравнивать цены в разных городах, ведь скидка в соседнем городе может быть на 100 тысяч больше. А чтобы скидки всегда были под рукой, скачивайте бесплатное мобильное приложение Автоспот, в котором точно так же вы можете выбирать себе новый автомобиль, сравнивать цены и скидки, записываться на техническое обслуживание вашего автомобиля. Кстати, тоже со скидкой. Максимально удобно, в 2 клика и всегда под рукой. Мобильное приложение обязательно рекомендую скачать. Ну а ссылку на Автоспот я оставил в описании. Проходите и пользуйтесь. Шишигу прогрели, но у нас здесь еще один есть нюансик. Отломался бачок у нас пластиковый. И сейчас наша задача поменять бачок сам. И все равно потек наш радиатор. Немножко там не допаяли. Сейчас чуть-чуть сольем воду и заново чуть-чуть добавим припоя. В общем, какая-то у нас веселуха сегодня с радиатором в этой серии. Но ничего страшного. Главное, что у нас будет результат. А еще нам очень повезло, что он потек сверху. Вот причина утечки нашей тормозной жидкости. Сейчас изготовили новый бачок такой же. У нас здесь переделанная конструкция, я переделал он под обычные цилиндрики. В принципе, вот сколько лет, все без проблем работает, ходит. Так что, лучше не переделывайте, ищите заводской. Есть комплект под 2 цилиндра.
а именно такие раздельные цилиндры. Это более надежная система, нежели чем заводской один цилиндр. Но у нас 2 цилиндра уже давно переделанных. Запутались зрители или нормально? Не знаю, надо вслушаться. Ладно, устанавливаем. Еще 2 раза нам пришлось сливать воду. Никак не получалось запаять. Как выяснилось, трещинка была чуть выше. Прям микроскопическая. Она плыла и растекалась по всему. Но мы нашли причину. Сейчас наша задача смотать лебедку. Давай, ну чуть-чуть только. Хорош? Друзья, УАЗик трудится и постоянно нас выручает. Пока что ничего не отвалилось и никаких ошибок не загорелось. Но с правой стороны чуть-чуть потек мост. Либо мы много налили масла, либо все-таки там нужно менять уплотнение. Но это мелочи. Так что УАЗ выручает. Леш, нравится тебе на нем гонять? Ну, машина специфическая, конечно, но пойдет. Для работы самое то. Но когда садишься на патроле ехать приятнее. Эргономика, все рычаги на месте, тормоза лучше. Ну, совсем другая машина. Все под рукой. А у УАЗике сидишь, окно так, дверь, педали, руль смещен. Ну, как-то вот, ну, такие ощущения. Хотя, есть ощущение свежей машины, поэтому, ну, непонятно. Но очень интересно. Следующее, что нам нужно сделать, это запаковать лебедку на зилке. Этим мы займемся, потому что у нас валяется трос, нужно навести порядок. У нас здесь на лебедке висел кусочек троса. Прошли все ВДХой, открутили вот эту скобу. Скоба фиксирует трос вот здесь, в специальном вот таком вот отливочном месте. И все. Ух, такой у нас, видишь, будет тросик спасательный. Да. Офигенный. Так, ну сейчас мы раскручиваем тот трос и его наматываем сюда. Но перед этим нужно нам разработать муфту, потому что она не хочет включаться. Вот так вставили трос и вот этой скобой сейчас зажимаем. И именно по этой причине, что здесь вот такой узел, необходимо для использования лебедки полноценно, чтобы были наматаны хотя бы половинка барабана. Иначе может выскочить трос. Пошла муфта туго, но идет. Разработаем, ничего страшного. Потом разработаем. Что страшного? Дай. Не-не-не. Все, кончилось. Так, мы взяли, запустили хономага, зацепили за него трос и сейчас будем наматывать на лебедку. Под нагрузкой, чтобы потом лебедка работала правильно. Смотали мы вчера тросик, все четенько, он работает, муфта работает, все хорошо. Вот эту выровняли, тоже все четко. Сейчас спускаем шины на шишиге. По радиатору все хорошо, всю ночь стоял, ничего не поплыло. Посмотрел масло в зилке, проверил, все отлично, мы готовы ехать. Сегодня мы выезжаем в болото уже с весом дополнительным на задней оси. Посмотрим, как поведет себя ЗИЛ в сравнении с эталоном проходимости. Это ГАЗ-66. Леша, привет. Да, здравствуйте. Всем привет. Он с утра еще просто замерзший, поэтому не понимает, что происходит. Все, выезжаем в болото. Первый пошел. Ой, как он красиво смотрится, блин. Красавчик. Выезжает легенда оффроуда. Машина, на которой начинался наш канал. Оживили ее, столько стояла. Но шины мы уже подготовили, спустили, как вы можете наблюдать. Прям хорошо так подспустили. Кажется, надо правое накачать, иначе разуемся. Леша за рулем шишиги. Болото наше выглядит вот так. У нас есть слева дорога, ну а здесь такой испытательный полигон наполовину. Сейчас посмотрим, как здесь поедет шишига. Напоминаю, что вот там
у нас тогда застряла Прага. Воды немножко добавилось в болоте, поэтому, возможно, будет уже по-другому машина себя вести. О. Ну, сейчас будем не спеша пробовать, экспериментировать. Я думаю, нужно попробовать здесь ехать в разрез. Все? Блин, он даже там не может ехать. Пока еще не застряла, но видите, уже на въезде у ГАЗ-66 большие-большие проблемы. Я к чему? Причина не в зиле, причина в суровом болоте. Сейчас Леша продует поршни в шишине. Блокировки все срабатывают, но ехать шишига не может. Далеко заехал. Пробуй вперед и налево. Вот такое оно болото, друзья. Ну, ладно, вытягиваем. Что тут мучить? Включаем пониженную. Межосевая пока что выключена. Ну и поехали. Вот так мягко едет. Это просто что-то с чем-то. Периодически у нас появляется тахометр. Колеса мы подспустили. Прям вообще так, ну, нормальненько. Мы сейчас будем вытягивать шишигу. Сможет ли ЗИЛ выехать из колеи? Нет. Тоже не хочет. Стоит красавчик, работает. Нужно доделывать, блин. Но по шишиге, сами видите, даже она туда не доехала. Эту лужу мы не будем дальше мучить. Попробуем там дальше покататься.
В прошлой серии многие недооценили возможности Зила. Именно поэтому сегодня мы попробовали проехать на Шишиге, потому что я все-таки верю в возможности Зила. Просто у нас очень серьезное здесь болото. Вы видите, Шишига даже не смогла в него заехать. Мы-то привыкли, носимся здесь на АТСе, на Монстре Максе. Это машины с очень серьезной проходимостью. И поэтому сравнивать как бы не совсем правильно с ними. Вот когда мы сравнили с Шишигой, то стало понятно, что Зилок едет вполне себе хорошо. Вот, потому что это препятствие он проедет. Он там застревает чуть дальше, потому что там вообще огромная лужа. Но сейчас мы не будем здесь больше мучиться. Попробуем чуть-чуть дальше еще поиспытать, чтобы почувствовать разницу между этими двумя машинами. Сейчас посмотрим, справится ли Шишига вот с этим препятствием. Здесь тоже очень серьезные испытания. Это параллельный заезд в наше болото. И сейчас посмотрим, как она здесь себя поведет. Вот такая здесь красота. Крадется сквозь кусты. Еще одна красивая машина из СССР. Очень нравится она. Но едет она классно, просто у нас здесь болото не очень. Блин, сидит опять. Что за фигня происходит? Застрял? Пробуй. Колеса у нас спущенные, чтобы вы понимали. Сейчас попробуем ходом. Но неужели здесь настолько все это у нас заросло? Вообще не едет Шишига. Дай больше разгон. Давай назад, но не буксуй. И больше разгончик попробуй. Попробуй еще назад. Я понял. Как мы здесь раньше ездили, я не понимаю. Я не знаю. Мы здесь ездили, доезжали туда, он вообще постоянно. Ну давай назад, вперед, может вышкребешься. Не, это на БТРовской резине. Блин, все болото шатается. Лёш, давай сейчас вытянем Шишигу и попробуем здесь на Зиле ехать. Давай. Вот это будет правильное решение. О! Шишига как узнала, поехала. Может, давай? Шишига как узнала, что ее сейчас будем выгонять, решила поехать. Не вытягивай Шишигу. А ты на какой едешь? Второй пониженный? Да. Блин, Эффективная передача. должна ехать. Ну и разгона не хватает. Сейчас еще раз попробуем. Ну давай. Давайте попробуем все-таки здесь проехать на Зиле. Как он себя будет чувствовать здесь? Я уверен, что он без проблем здесь легко проедет. Вот такая у нас глубокая осень. Березы. Красота. Там Шишига стоит. Вот наш первый въезд в болото, а там второй есть. Шишига смогла пробиться вот до этого торчащего кусочка земли. Сейчас посмотрим. Я думаю, у Зила здесь проблем не возникнет. Вот, мы в прошлой серии недооценили, я считаю, его возможности, потому что мы его сравнивали с очень серьезными вездеходами.
ЗИЛ у нас вездеход, но он не для болотистой местности, изначально заводом был придуман. Но, я думаю, он сейчас справится без проблем. Вот он уже заходит, просто катится. Вот так едет ЗИЛ. Никаких проблем. Хотя колея, смотри, какая. Давай попробуем сюда. Вот сюда. Я в шоке. Что? Едет. Так, конечно, едет. Это машина. Мы просто его пытались сравнить с АТСом или с Монстром Максом, но Монстр Макс это совсем другая техника. Вот он едет, и все, ему вообще пофиг. Хотя колею себе режет, тоже достойную такую. Может, кстати, после него сможет и Шишига ехать. Но сейчас мы попробуем проехать вот по этой части болота. Вот там чуть дальше даже немножко подсаживался Монстр Макс. Посмотрим, как поведет себя наш ЗИЛок. Я уверен, что он проедет. В нем огромный потенциал. Тем более сейчас с правильной развесовкой, я думаю, у него не возникнет проблем. К сожалению, у нас проблема с топливной. Но это пока что без проблем, Леш. Смотри, какая глубина, колеса двинула. Да, да. Здесь у Монстра Макса были проблемы. Я в шоке. Идет он как сумасшедший. Жаль, что топлива не хватает, да? Да. Груша вон сжалась вся. Вообще без проблем проехал. Вот эта машина. Вот эта машина. Развесовка ему дала дополнительные возможности. А если еще поставим сюда кузовок, будет еще лучше ехать. Эх, красавец какой. Молодец, не подвел нас. Ну вот здесь тогда, я помню, и Монстр Макс когда-то даже садился. Ну, с первого раза не выходил. Посмотрим, выйдет ЗИЛ или нет. Нужно дунуть в бак ему, и все будет нормально. Пошел. Еще одно стрёмненькое местечко, где сидел кировец. Мы с Лешей воодушевлены такими возможностями ЗИЛа и едем дальше. Сюда на колесной технике нельзя. На КамАЗе, на Кразе и на Шишиге тем более. О, этот едет. Развесовка, которую мы добавили, она ему добавила проходимости. Это однозначно. Идет и все. У нас, правда, не хватает топлива. Смотрите, он бампером там горнит это все. О! Идет. Вот эта машина. Офигеть, что он вытворяет. Офигеть, Леша, что он вытворяет. В шоке, там такая яма. Да, он бампером даже чуть-чуть горнул перед собой. Представляешь? Манипулятор, он просто невероятно добавил ему проходимости. Задняя ось и средняя тоже начали участвовать в процессе. И поэтому ЗИЛ поехал. Вы многие написали, что закидывайте манипулятор и пробуйте. Это было абсолютно правильно. Вот, он просто катится здесь и все.
Сейчас поедем в Беладонну. Здесь тоже такое стрёмненькое местечко на развороте. Не очень приятно ехать. Ой, мы, по-моему, садимся. Включи блокировку. Это мы ехали еще без блокировки. Не, давай назад, не копай! На повороте, видите, у него возникли проблемы, но надеюсь, они не серьезные. Лёш! Ага, он меня услышал. Нормально, он выедет. Ты уверен, что он выедет? Надо побольше скорости, мне кажется. А? Попробовать. Не бу- Ну не копай, блин. Не газуй, не газуй. Здесь не надо, спокойненько назад. Давай. Пошел. Вот эта машина. Все. Еще раз вот вам хотел бы рассказать, что вот эта вот система, когда у него нету мостов, он не садится на мосты. И он, если уперся, ты по чуть-чуть назад, вперед, и ты ездишь. А если машина вот как шишига на мостах, то она сразу садится и все, мертвая, блин. Ну, сейчас попробуем Беладонку проехать. Я думаю, он справится. Вот эта машина, а Беладонна сочная какая, бляха. Прям опасно. Должно быть все нормально. Так, Беладонна, ЗИЛ. Ха-ха-ха. Я думаю, у него проблем не будет. Ох, пошел! Красавец! Обалдеть, блин! А! Солярка закончилась. Глохнет, глохнет. Пошел. Офигеть. Офигеть. Вот это техника. Ха-ха. Вообще без вопросов. Красавец ЗИЛ редчайший едет по серьезному бездорожью. Гидроусилитель подвывает, блин, что-то там не то с ним немножко. Шел ЗИЛ, просто катается по бездорожью. Бампером там себе зачерпнул берега немножко. Сейчас пойдет. Шел.
вообще пофиг ему после установки манипулятора. Все поменялось. Как он справляется с бездорожьем, офигеть. Я почему-то кардинально поменял свои представления об этой машине вот после сегодняшнего оффроуда. Он едет везде, причем сегодня очень опасное бездорожье, болото вообще такое насыщенное. Ну, сейчас попробуем самое серьезное место, но попробуем его с обратной стороны. То место, в котором он в прошлый раз застрял. Ну и попробуем сейчас проехать все-таки вот этот участок, но с обратной стороны. Может быть, нам удастся, но здесь очень жестко. Там вот видите, сидел ГАЗ-66. Ну, сейчас попробуем. Если что, вытащим АТСом, но уже я очень доволен результатом, блин. Все пройдет. Вот здесь самое страшное. Блин, не буксуй, уперся бампером. Ну давай. Может, выедет назад. Блокировку включи. Ты включал? О. Хорош? Пробуй не... Ну, в принципе, идет пока что. Все, стал. Попробуй по чуть-чуть поразбивай зад-вперед. О. Назад инерции нету у него. Блин, ну здесь серьезная, конечно, лужа. Однозначно. Но бампер мы снимать не будем, не пишите в комментариях. Это атрибут ЗИЛа, который останется. Я все понимаю, но он останется. Бампер мешает однозначно. О-о-о. И резина, видишь, замылилась. Здесь такое болото специфическое. Главное, не буксуй вперед сильно. Сейчас мы ее этим бампером вывернем. Да. Да, я тоже переживаю, что он весь грязный, в грязи, но мы отмоем его. Блин, выехал. Это круто. Пошел. И по следам шишиги. Ну, какая шишига, друзья, какая шишига. Но, вот видите, все-таки вы были правы в комментариях, что нужно было обязательно доустановить ему веса на заднюю часть. И он просто проехал по невероятному бездорожью. Здесь мы всегда заныриваем на АТСе, страшно, по окна. Ну и ЗИЛок проехал. Блин. Я в шоке. Честно. Предыдущую серию можно просто считать пробным вариантом, потому что там все пошло не по плану, видимо. Но была очень тяжелая морда, как и сейчас. Видите, а чуть подгрузили, и у него есть возможность уже выезжать из бездорожья.
Леш, что думаешь? Вот это он едет, конечно, классно. Здесь именно сложность возникла из-за того, что очень большая ямка, а машина длинная. Да, И мы цеплялись и сзади рамы, и спереди тоже. да. Там даже следы рамы остались, видишь? Да, там быклины какой-то впереди докопали. Но здесь серьезно. Мне вот нужно сейчас перейти, я даже не знаю, как мне это сделать. Надеюсь, я справлюсь. Леш, мы забыли, там же шишига еще стоит у нас. Да, Точно. мне очень понравилось. Да? Конечно. Он здесь накопал. Офигеть. Все, идем за шишигой. Зил пробил здесь колею. Наша задача сейчас попробовать на шишиге проехать по колее Зила. Полный салон воды. Леша выбрал неправильную передачу и слишком быстро ехал. Начала ехать шишига. Мотор работает не очень красиво. Ну, пробуем здесь пройти. Едет, блин. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, все. На пределе, на пределе. Для шишиги здесь серьезное бездорожье. Так, очередная попытка. Не, Леш, а ты на какой едешь? Это первая повышенная. Ой, да. Так включи вторую пониженную и попробуй. Заливает мотор водой. Салон вода льется. Это через рулевую. Вот через крышку льется. А. Он просто себе пробивает дорогу. Попробуем еще разок. Да, нет. Не хватает ей мотора, блин. Все, выезжаем. Тянет. Не хватает мотора. Ну что ж, шишиге тоже ставим лайк, наверное, да? Пытается она пробиваться, но ей не хватает дорожного просвета, ей не хватает мотора. Заливает мотор, глубоковато для нее. Давай, тяни. Ставим лайк однозначно. Она тоже может, но, конечно, Зил сегодня меня удивил. Это очень круто. Он очень хорошо себя показал сегодня на бездорожье. Я в шоке. Накачиваем колеса на Зиле и на ГАЗ-66. И будем выезжать. Результатами я очень доволен. Сегодня техника себя показала с наилучшей стороны. У шишиги своя атмосфера. Однозначно рекомендую машину вам к покупке, если вы только начинаете. И как грузовая техника первая для начала вообще классная.
И мне больше нравится Зилок, но я имею в виду 131. Но Шишига тоже очень достойный аппарат. Покупайте, кайфуйте. Это классно. Леша тоже он катается. Монстры качают воздух в шины, но мы сейчас будем их отмывать после таких серьезных испытаний. Обе машины показали себя отлично, но, конечно, Зилу отдельный респект. Я как-то первый раз расстроился, а сейчас я просто поражен. Он показал, на что способен. Характер сегодня проявил, да, Леша? Да, без проблем везде проехал вообще, я считаю. Что? Без проблем везде проехал. Да, ну как без проблем, но проехал, серьезно проехал. Но и бездорожье было серьезное. Да. Шишига поначалу вообще просто не могла ехать. А Зилок взял себя в руки и поехал. Потом Шишига уже посмотрела, так думает, надо и мне уже наваливать. Леша уже почти отмыл Зила. Но я же занимаюсь благим делом. Смотрите, сажаю деревья. 2 елочки посадил, сейчас буду сажать сосну. Я обожаю сосны. Сейчас вот нужно посадить здесь вдоль забора, будут радовать нас. Надеюсь, я делаю все правильно, потому что главное, чтобы они прижились. Очень переживаю за это дело. Ну, я добавил золы, хорошей земли, плодородной. Так что должно все получиться. Вон красавица одна, вторая. И вот здесь будет 3-я сосна. Обе машины мы отмыли. Пришлось повозиться, уже темнеет. Но самое главное, что они теперь чистые, аккуратные, красивые, будут стоять и радовать дальше нас и наших зрителей в том числе. Шишига еле завелась, немного попала ей туда воды, видимо, но мы ее помыли, мотор просто отмыли, видимо, чуть-чуть куда-то попало. На этом все, друзья. Пишите ваше мнение в комментариях, что вы думаете. Но я сегодня, мы вот с Лешей, Леша сзади стоит, мы удивлены. ЗИЛ раскрылся совсем по-другому. Манипулятор вообще повлиял очень сильно на проходимость этой машины. Видимо, все-таки и средняя ось начала помогать, и задняя, и результат вы сами видели. Он просто ехал, нас удивлял все время, пока мы ездили. Но он даже переехал эту огромную ямину, в которой застрял в прошлый раз. Так что я считаю удачное сегодня сравнение. Ну, Шишиге тоже нужно поставить лайк. Ну, это мои выводы, а ваши вы обязательно напишите в комментариях. Все. Огромное всем спасибо, что досмотрели. Не забывайте подписываться, не забывайте про телеграм-канал, не забывайте про Бусти. Всем огромная благодарность. Вам я желаю, чтобы только хорошие люди встречались у вас на жизненном пути. Всех благ и всего самого наилучшего. И крепкого здоровья. Всем пока. Немножко мы здесь нагрязнили, но все это мы потом погрузчиком уберем, и будет ровненько, красиво и аккуратно. Эх, красивая машина.